Всем привет! В сегодняшнем выпуске речь пойдет, как вы поняли уже из названия, о самых мощных истребителях конфликта между Россией и Украиной. Война на Украине ведется в основном в воздухе. Помимо тысяч беспилотников, тактических ракет и ракет крылатых, обе стороны также используют свои истребители. Несмотря на уверенность в том, что более крупные и технически превосходящие военно-воздушные силы России могут быстро сокрушить украинские войска, ни одной из сторон не удалось добиться полного господства в воздухе с момента начала вторжения в феврале 2022 года. Вот наиболее важные боевые самолеты, поскольку обе страны когда-то входили в состав Советского Союза и размещали на своей территории значительную часть советской военной промышленности, и их воздушные флоты оснащены схожим образом. Существует множество моделей в различных исполнениях и версиях, и вот краткий обзор наиболее важных самолетов обеих сторон. F-16 Fighting Falcon. F-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой истребитель, принятый на вооружение в 1978 году. Используется для завоевания превосходства в воздухе, контроля воздушного пространства и наземных атак. Украина использует их с 2024 года. По имеющимся данным, стоимость варьируется от 12 до 80 миллионов долларов в зависимости от оборудования. Самолет управляется пилотом и отличается высокой маневренностью. МиГ-35. Точка опоры. Страна Россия. МиГ-35 – российский многоцелевой истребитель, предназначенный для атаки воздушных и наземных целей. Впервые он был предоставлен в 2007 году. Хотя он поставляется на экспорт, его применение в российских ВВС ограничено. По оценкам, его стоимость составляет около 46 миллионов евро. МиГ-35 может управляться одним или двумя пилотами и оснащен современной авионикой. Су-34, он же «Защитник», страна Россия. Су-34 – российский истребитель-бомбардировщик, принятый на вооружение в 2011 году. Он используется для точечных атак и тактических бомбардировок и имеет бронированную кабину. Россия активно использует их в украинском конфликте. Экипаж Су-34 состоит из двух летчиков. По оценкам, стоимость составляет около 36 миллионов долларов США. Его часто называют «защитником» на Западе. Су-30 Фланкер С, страна Россия. Су-30 – двухместный российский многоцелевой истребитель, принятый на вооружение в 1992 году. Он служит как для завоевания превосходства в воздухе, так и для атак наземных целей. Россия использует их в войне на Украине. По имеющимся данным, стоимость Су-30 составляет около 37,5 миллионов долларов США. Он управляется двумя пилотами и отличается высокой маневренностью. Су-27 Фланкер. Страна Украина и Россия. Су-27 – советский самолет завоевания превосходства в воздухе, принятый на вооружение в 1984 году. Его используют как Россия, так и Украина. Экипаж самолета состоит из одного пилота, что обеспечивает высокие возможности ведения воздушного боя. Стоимость около 37 миллионов долларов США. По сей день он считается важнейшим истребителем ВВС России. Мираж-2000, Украина. Мираж-2000 – французский многоцелевой боевой самолет, поступивший на вооружение в 1984 году.
Планируется, что Украина начнет использовать его для выполнения боевых задач с 2025 года. Самолетом управляет один пилот. По имеющимся данным, его стоимость составляет около 30 миллионов долларов США. Самолет с треугольным крылом известен своей надежностью и высокой маневренностью в бою. Су-25 Фракфут. Страны Украина и Россия. Су-25 также известный как лягушачья лапа, советский штурмовик для ударов по наземным целям, принят на вооружение в 1981 году. Он используется Россией и Украиной для наземных атак и непосредственной поддержки войск. Экипаж состоит из одного пилота, стоимость около 11 миллионов долларов США. Прочная конструкция делает его идеальным для опасных миссий, за что его прозвали летающим танком. МиГ-29, он же точка опоры. Страны Украина и Россия. МиГ-29 советский самолет завоевания превосходства в воздухе, принятый на вооружение в 1983 году. Используется в России и на Украине. Экипаж один пилот. Используется в основном для воздушных боев. По имеющимся данным, расходы варьируются от 30 до 60 миллионов евро. Он был разработан как противовес американскому F-16. Су-27 же фехтовальщик, страны Украина и Россия. Су-24 советский истребитель-бомбардировщик, принятый на вооружение в 1975 году. Используется Россией и Украиной для точечных атак. Экипаж состоит из двух пилотов, обеспечивает высокую грузоподъемность. Пилоты сидят рядом в кабине. Стоимость оценивается примерно в 24 миллионов долларов США. Су-35 фланкер, страна Россия. Су-35 российский истребитель завоевания превосходства в воздухе, принятый на вооружение в 2014 году. Россия использовала его в войне на Украине. Экипаж самолета один пилот. Это модернизированная версия Су-27. По имеющимся данным, стоимость составляет от 40 до 65 миллионов долларов. Он был разработан для противодействия западным самолетам четвертого поколения. Его дальнейшее развитие, это Су-35С, также находится на вооружении у России. Что означает МиГ и Су? МиГ означает Микоян Гуревич, советское, а позднее российское конструкторское бюро по созданию истребительной авиации. Су – аббревиатура от Сухой, еще одной российской компании, разрабатывавшей множество известных моделей самолетов. Сколько истребителей было уничтожено? В то время как Россия утверждает, что уничтожила более 650 украинских самолетов, Украина утверждает, что уничтожила более 360 российских самолетов. К обеим цифрам следует относиться с большой осторожностью, поскольку, например, по данным интернет-порталов, незадолго до российской атаки у Украины было менее 100 истребителей. Военный блог Орикс задокументировал почти 100 уничтоженных украинских самолетов всех типов. По данным блога Warposting, Россия потеряла 85 самолетов. Ой, ебать, блядь, вот это кадр. Пули прошли прямо, ёптик. Ай, блядь, стингер, охуеть, блядь, как это было близко. Пацаны, догфайт, пацаны, догфайт. Смотри, такого вы еще не видели.
Капец, да. Чтоб такое видеть, надо было лайки ставить. Или подписаться на канал. Ну и кто уже давно подписан, прожимать QR-код для дальнейших полетушек. Поддержка от 100 рублей очень помогает в существовании канала, но никак не покрывает ежемесячные затраты на интернет, новые модули, обзоры новых девайсов, синематиков, лайфхаков по редактору миссии. Так что прожимаем лайки, не задерживаем остальных. Спасибо за поддержку.